Жаркий день в Дублине, сейчас плюс 20 или плюс 20 чем-то, солнце припекает. Ох. Иду сейчас к своей знакомой, с которой мы вчера записывали искусство коммуникации. И посмотрю, как она живет, потому что место довольно-таки интересное, в хорошем районе. Вот. И потом фотографируемся по городу, так как погода это позволяет. Посмотрим. Все еще иду. Сейчас в районе доков. Это, наверное, самый наикрутейший район здесь. Один из. Их тут дофига так-то хороших. Ну, виды красивые, конечно. Корабли тут разные. Привет! Сегодня мы находимся в моей дублинской квартире, в которой я живу с октября 2015 года. А сейчас апрель 2019, то есть уже 3,5 года. Идем. Это моя спальня. Здесь 2 публикации со мной. Топ-30 до 30. Вот она я, founder of Academy of Communications. И мой инстаграм Feel My Travel. В общем, вот. И у меня иногда берут интервью в категорию Leaders, Questions and Answers. В общем, вот это тоже. Вот она я говорила про образование и биткоины, кажется, в этом выпуске. В общем, вот. Я это все храню, читаю. Feel My Travel. Повязка на глаза. Ну и, кстати, у меня одежда брендированная. И блог родился в Дублине, кстати, в Ирландии. Я решила начать писать о путешествиях, потому что стала очень много путешествовать. И у меня есть прекрасный выход на балкон. Вот здесь я обожаю проводить время, особенно летом. Я беру книжечку, чаечек и иду вот сюда. В общем, вот здесь проходит много времени летом. Но зимой здесь безумно холодно, поэтому зимой все абсолютно закрыто. Вот это называется Convention Center Dublin. А вот там находится знаменитый Samuel Beckett Bridge. Это самый новый мост в Ирландии. И один из самых красивых, он в форме арфы. Вон там находится Дублинский порт, поэтому я могу наблюдать, как приходят и уходят корабли. Так, кухня маленькая, но в ней все есть, это очень удобно. В общем, холодильник. Кстати, особенность Ирландии в том, что холодильники просто так не ставят, а обязательно делают под каким-то таким покрытием. Холодильник и морозилка. Вот здесь у нас посудомоечная машинка, что прям безумно важно. Микроволновка. И я обожаю смузи, поэтому есть такая вот штука. Ну вот, собственно. Ну и здесь разные ящички очень удобные, функциональные. Ну и я привезла из Парижа себе. Как это называется, забыла. Ну, в общем, чтобы не пачкаться, когда готовишь. И здесь у меня разные магнитики есть. Одесса, понятное дело, Украина, опять Одесса. Киево-Печерская лавра, которую я очень люблю. Музей Титаника в Белфасте.
и от моей подружки из Кейптауна. Вот так. Все маленькое, но очень удобное и комфортное. То есть не чувствуешь, что как-то мало места, все умудряешься делать. В общем, вот так моя ирландская жизнь. Внимание, особенность ирландских дверей. У нас есть вот такие штуки, и сейчас вы поймете, почему. Я дверь отпускаю и... Да-да-да-да! То есть поэтому дверь всегда обязательно придерживать, так как у нас не работает. И вот эти штуки наши верные друзья и спутники. Я не знаю, почему так. Не знаю. Но вот у нас они везде. Там. А это задний двор. Здесь есть фонтан. Довольно-таки приятно. Особенно сейчас, когда на деревьях появляются зеленые листья. Здесь очень красиво. Я только вышел, так что не знаю, что еще там. Сейчас быстренько пройду, погляжу. Но в целом территория частная, и никто зря здесь не ходит. А здесь парковка подземная. Вот оттуда можно ходить, смотреть и завидовать всем этим людям. Ну и аренда квартиры порядка 3000 евро в месяц. Несмотря на то, что тут гнездятся птички, решение довольно-таки интересное. Ирландская игровая площадка. А где же горка? Как-то скучно. И нашей ракеты нет. Каково здесь жить? В таком парке. Это внутренний двор нашего дома. То есть вот игровая площадочка. Вот разные милашные будочки. Прятаться. Вот, и доступ имеют только жильцы дома сюда. То есть со всех блоков можно выйти, спокойненько подышать воздухом. Детей, кстати, не так много. Но сейчас Пасха, то есть они все где-то. Попрятались. Вот, ну и в целом все вот такое живое. И с собаками сюда нельзя, кстати, так что никаких тут этих самых. Все чисто. Вот, да, внизу Пасха. И внизу, кстати, у нас специальная комната, куда мы мусор выбрасываем. Мусор сортируем. Слава богу. Не то, что у нас. Да, я прям ждала, когда я буду жить в стране, где сортируют мусор, и наконец-то это свершилось, так что мне очень нравится сортировать. Но, кстати, есть очень много нюансов по сортировке. Допустим, когда поел йогурт, баночку надо помыть. Вот, потому что если ты ее кладешь сразу, ну... Ты не General Waste, нет? Что-что? Не General Waste? Нет, но это General, но это waste, который перерабатывается. Но его надо помыть. То есть, когда он грязный, машина потом, когда отбирает, если там есть остатки еды, то он выбрасывает General Waste. А когда это чистенькое, можно положить, тогда это можно переработать. Для вот, у нас ответственных. даже фонтанчик есть. Беседки. Как будто Флинстоны в пещере.
Зашел, спрятался от дождя, посидел, поиграл, пообщался, но, блин, скамейка, а не столик. Вот черт. Веселен просто постоять. Интересно, ничего не скажу. Как арендовать байк в Дублине? Так. Прикладываешь карточку. Банковскую. Нет. Лип-карточку. А где получить? А, ту самую. Онлайн надо. Да. Ну это лип-карт. Лип-карта, под нее ты просто подтягиваешь Dublin Bike. Вводишь номер и все. А кнопки ты нажала? Ну вот кнопки нажала пин-код. Пин-код Теперь как? первое. Есть пин-код? А, надо Dublin регистрировать Bike. еще, Именно да? Dublin Bike ты регистрируешь онлайн. Мгм. Да, и там, ну, типа, ты выбираешь себе пин-код. Какая Да. система-то Да. не так все просто. А без карты никак, да? Нет. Ужас. Так, теперь Транспорт можно избран. выбрать, какой байк. Вот у нас ближайший. То есть нужен номер еще, да? Специально. 11 номер. У нас теперь есть 60 секунд. 60 секунд, чтобы забрать байк. Забрать, и чтобы все. Угнать за 60 секунд. Торопись, не успеешь. Скорей. Как для меня это высоко. А таймер-то есть, нет? Нет. А откуда? Не, как понять? Так, скорость я на второй езжу. Нажали на кнопочку и опа. Есть. Он на свободе. И сколько стоит такой удовольствие? 20 евро в год. А, то есть фиксировано. Ну, это, кстати, нормально. Так, и теперь можно ехать до следующей. Ну, в общем, когда едешь, главное посмотреть по карте, есть ли где-то остановка Dublin Bike, чтобы его можно было оставить. Получается бесплатно первые полчаса, а потом оплата в час. То есть полчаса. Ну, полчаса у тебя есть, чтобы доехать до следующей станции. Там оставить? Там оставить. Вот, Взять если новый? больше, то следующий час считается, что там евро в час, может меньше. Ужас. А ты сказал 20 в год. Ну да, 20 в год. Но А. я в целом у меня, Ну и так, если ты задержался, час взял. ну, с тебя дополнительно евро взимается. Ну, это же дофига больше получается. Но Dublin байки, они по городу стоят. То есть Ну. тут так рассчитано, чтобы ты за это время А если не успел? Если решил кольцо где-то, Ну, наверное. господи, все, заплатишь 1 евро, ничего с тобой не будет. И каждый раз так. Да, и каждый раз так, если ты капуша. Дорого. Но у меня такого ни разу. Такая, ты можешь там поставить и снова взять? Или это... Можно, конечно. И это... И получается обнулится вот этот таймер. Ты... А, блин, так это... Да, то есть это, видимо, для того, Так, чтобы поехали. дома не оставляли, Вот видимо. именно. Полчаса, это мало. Я бы часик прокатился, за город выехал. Самый удобный способ передвижения по Дублину. Неправда. Лучше всего ногами. Хороший день. Хоть я уже об этом и говорил. Погода сегодня радует. И жизнь прекрасна.